Добро пожаловать на шоу «Кто прав» с новогодним выпуском Лазер! Поаплодируйте себе! Какие вы молодцы, что пришли! Стол сломал. Правила шоу простые. Мы рассматриваем женские претензии к мужчинам, где, по их мнению, мужчины неправильно поступают, и наши комики будут всячески оправдывать и защищать этих мужчин в сложившейся ситуации. А в конце зрители проголосуют, удалось ли комикам защитить и оправдать этих мужчин. С Новым годом, с новым счастьем! У нас новый выпуск, Новый год, новые лица, новые прекрасные, красивые вы. Ну Черный во. Очень новогодняя песня. Ладно, хорошо, давайте познакомимся с нашим залом. Под ваши бурные аплодисменты. Давайте познакомимся с первой претензией. С Новым годом! С новым годом! С Ханукой. Привет всем, я Эва. У меня есть претензия абсолютно конкретная. Она называется «Меня задолбало менеджерить мужиков». Казалось бы, мы в 2025 году. Добро. Мы немножечко уже отошли от великой концепции «Я мужик, если я возьму в руки губку для мытья посуды, у меня отвалится член». Когда отошли? Уже нет. Уже все такие прям профеминисты, такие молодцы. Я разделяю с женой, с девушкой быт, я все умею, я большой молодец. Как это выглядит на практике? На практике это 40 листов мануала. Потому что только один человек в доме всегда замечает, что закончились таблетки для посудомойки, что нечем вытирать жопу, что протух салат оливье, что ребенку круто менять памперсы чаще, чем раз в неделю по шабатам. Почему этот человек всегда женщина? Почему для того, чтобы отправить мужика в магазин, который справляется с бытом, надо ему предварительно сказать, что увидишь белую коробочку с синими надписями, там написано «Халав», давай поиграем, угадаем, что внутри, ты справишься. Почему это говно всегда работает так? Я ни разу в жизни не видела мужика, который в состоянии отменеджерить все домашние процессы и взять на себя вот эту вторую работу. Расскажите мне, как это устроено. Что на первой заебывается человек. На первой работе, если он менеджер там на предприятии, приходит, и тут еще надо менеджерить что-то. Капец. 25-й год, уже искусственный интеллект должен заменить всех менеджеров. Берешь, спрашиваешь у чата GPT, что мне купить? И он тебе покупает все. И зарабатывает. Думаешь, так чат GPT работает? Так, Вместо чат ответов он за себя работает, сразу покупает. Да. Сразу покупает. Окей. Не, на самом деле проблема в том, что тебе нужно не то, что даже сказать, что нужно сделать. То есть, как бы, у тебя даже если есть твоя проблема, ты не можешь ее сам решить. Она должна за тебя ее менеджерить. Что значит менеджерить? То есть она должна тебя смотивировать, чтобы ты решил свою проблему. Потому что тебе это не надо, но ты Может, же надо с кем-то не встречаться, кому больше 18 лет? Я попробую, спасибо. Да, но обычно мужчинам, которым и за 40, у них всегда сидит вот какой-то маленький Феликс. Ну, молоко я могу купить себе сам, если захочу. Молодец, молодец! Ну, спасибо, во-первых, Эва, за эту претензию. Ты подняла очень душещипательную тему, во всяком случае, для одного из этих комиков, которые здесь сидят. Не будем кривить душой, это я. Ну смотри, он же на самом деле, не надо делать из мужчин в данном случае каких-то вообще там инвалидов бытовых. Он может все сделать по-своему, но что его потом ожидает? Ты, извините, выебешь ему мозг, потому что он сделает все неправильно. А неправильно это, блядь, не по-твоему. Он может все сделать по-своему, вообще в кайфах. И если он условно оставил где-то на свой носки, да хрен бы с ним, пусть валяется, но тебе это будет не так. Нет, это проблема, что для мужчины же это магазин такое, место чудес. Вот я захожу туда, мне говорят, купи там подсолнечное масло. А я пивко вижу. Мне вот это нахрена все. Не, ну слушай, надо смириться с тем фактом, что мужику по большому счету похеру, что там где лежит, насколько там все грязно. Ну, мне не так это важно, допустим, вот, к примеру, как моей жене. Я очень рад тем, и жена рада тому факту, что я мою посуду всегда в доме. Потому что я и сам из Макеевки, у нас никогда не было в Макеевке горячей воды, я мыл всегда посуду в холодной воде. Я приезжаю в Израиль, тут из крана, представляете, горячая вода. Охереть! Я получаю удовольствие, от меня посуду уже 10 лет. И потом я ставлю все в сушилку. После сушилки мне нужно расставить все эти коробочки по местам. А я в душе не могу запомнить, где их места. 10 лет. Потому что мне на это похуй. И я не могу запомнить. И мне каждый раз ебут мозги за то, что я кладу коробочки, о ужас, не на их место.
Помоги мне! Ты про Россию и Что мне с Украину. этим делать? Может, он просто, вы же еще не женаты, вот он проводит эксперимент, типа, я вот максимально ничего не буду делать, как она справится. Если ты пройдешь это испытание, то он тебе сделает предложение. Испытание длиной в жизни. Да. Она его выкинула на улицу, он такой, блядь, не получилось, да? Не прошла испытание. Ну хорошо, ну что конкретно прям он делает не так? Куда вы деваете туалетную бумагу, это вопрос другой. Ну прям вот Покупайте что, больше. что типа ты не можешь, типа закончились таблетки в посудомоечной машине и все, ты месяц стоишь и моешь посуду и смотришь на него. Когда ты спасешь меня из этого плена? Окей, ситуация такая, говорю, помой посуду. Ты говоришь, окей, хорошо, помою посуду. Проходит день, посуда не мытая. Там еще набралась посуда. Я говорю, помой посуду. Хорошо, без проблем. Да, конечно, Не Адель, я бывает посуду такого. помою. И ни хера она не моется. И вот так вот гора остается. Так мне проще быстрее просто- самой помыть и Ты все. просто дала мало времени. Неделю. Он просто смотрит такой, так, пол раковины, это слишком просто. У меня больше сил, я могу сидит, не помыть видит 3 голову. раковины. Я жду. Это все, на что ты способна? Да, Да. мужчина. А вас всех, да, пацаны, ну, дома задрачивают, что там что-то не на свое место положили? Ой, это вообще... Мне просто интересно, с хера ли у влажных салфеток в моей квартире есть свое место? Я куда хочу их могу положить. Ну правильно, Продолжением- правильно. Продолжением фразы, по-моему, должно быть, почему у меня нет места в этом доме, Ну, да? не, у меня есть, слава богу. Правда, оно возле параши. Не будем это обсуждать, неважно. Там, где должны быть салфетки вообще-то. Сразу я, салфетка, потом пора. Я его выбрал сам, я самостоятельный взрослый мужчина. Мне оттуда видно количество туалетной бумаги дома. Я считаю, что если есть быт, то должен быть дом культуры и быта. И тогда вопрос, что по культуре у вас? С бытом, понятно, разобрались. Что? Ну, беда, печаль, душа. Человек не может себе купить туалетную бумагу, ему надо И кого-то обвинять в этом мужчину. менеджерить. Вообще молодец, Да. очень похоже Да. на женщину. Я, говорит, сижу тут уже 3 дня. туалете. Туалетной бумаги нет, выйти не могу. Кричу, да. Телефон сел. На детей кричу. Они все не А он за воспитываются. туалетной бумагой ушел и не вернулся. Только в бытовом, только в насилии мужики преуспели. Вот женское бытовое насилие обычно не практикуется. Мы Почему это? компенсируем. Практикуется. Ну, не знаю, видно, селенок маловато. Я знаю все про женское насилие. С его помощью замуж вышла. Абьюз. У нас в Татарстане только так, да? Давайте голосовать. Ребята, если вы считаете, что у комиков не получилось оправдать этих мужчин, поаплодируйте, пожалуйста. Не получилось. А что получилось? Не получилось, да? Не получилось. А если вам кажется, что у комиков да получилось оправдать этих мужчин, поаплодируйте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо Вау, у вас больше. каждой ладошке спасибо. Претензии из форума под ваши аплодисменты. Мне 51 год. Поздравляем. Претензия к мужчинам возраста за 50 и 55, которые не хотят со мной отношений, потому что им нужна женщина моложе. Им всем подавай 40-летнюю, а лучше 30 лет. Всем по 40-летней за мой счет. 40-летних в студию. Ладно, подождите. Со шкатулками, бля, выходят эти две. Им всем подавай 40-летнюю, а лучше 30 лет. То есть в 20 им нормально ровесницы, а в 40, в 45 уже никуда. И в 50 они хотят, само собой, моложе. А куда деваться женам, которым исполняется 50? В утиль. Или тем более 55? Такая претензия. Все верно и логично в нашей жизни, все циклично. Вот как она в 18 лет не давала своим ровесникам, вот так спустя годочки ровесники не дают ей. Вот так вот. Такая вот карма, жизнь, судьба. Получила? Это потому, что спустя годочки старые извращенцы хотят малолеток. Вот поэтому... А нет, просто мужики к 55 годам умнеют и просто с ней хотят иметь никаких отношений. Умнеют и хотят малолеток. А что это за претензия? Это претензия к Богу, к мирозданию просто. к физике. Почему? К физике, к биологии. да. Почему я постарела? Женщины же, вы же хотите, ну, типа, ну, сейчас букет свежий, новый.
Вам же не пойдет букет с прошлого года? Экибану, когда приносишь это. Вы типа такие, Книжки. ну, тоже же не, цветы. Ну, есть такие засохшие красивые цветы в том числе. И женщины тоже с возрастом очень красивые. Она и с явно возрастом- засохшие, с особенно возрастом которые как вино засохшие. раскрываются. Да. Есть такие женщины, Но которые... не все. Ну не все любят вино, понимаешь? Не, ну теряется срок годности должен быть где-то указан, правильно? Под грудью надо поднять вот так вот. Да, через 50 лет, что вообще будет нормально работать? 50 лет. У тебя есть, смотри, стейк вчерашний, размороженный, или сегодняшний, только забитый. Какой ты выберешь? Я выберу женщину все равно, помоложе. Пусть и 50 лет. Ну смотря как приготовить ее. А что она делала 30 лет назад? Я не Действительно. знаю, там, 40 лет назад. Действительно. Конечно, действительно. нельзя быть стервой в Менеджерила. 45 лет, а потом в 50 сказать, а где мой принц, я что-то не поняла. Ну. Надо быть нормальным человеком и... Да и до 50 надо было оценить отношения, выстраивать, а не ходить хвостом вертеть. Шлюха! Небось. Михаил, возвращается. Это вот, Почему ты именно на меня крикнул? да, это вот с женщинами что Я происходит. просто ответила. Не, по возрасту нормально подходит. Верти хвост. Это вот когда тебе мужик огонечки в сторис кидает, ты ему не отвечаешь, вот потом вот так вот, бля, в 50 ты пишешь, почему я Ох, себя ты никому не кусаешь могу найти. Этим мужикам потом. Они как раз висят, хватает. Да, да. Не, опять же, вы смотрите, тоже, мужчина, может быть, когда постарше, я не знаю, когда мужику там 50, он хочет какого-то легкого флирта, и с женщиной, которая помоложе, с ней легко о чем-то общаться. А женщина, которая постарше, она вот, придет с работы, и Биби конченый, И что он себе менеджерит его. А он не хочет этих, серьезных Да, разговоров. Горбачева вспоминать. это, 50 лет. Он- ему Это уже на- надоело, На да? секс не настраивает эти разговоры, блядь. Какую Что, страну вот просрали, Ельцин, да? Вот Ельцин был красавчик. У нее проблема конкретно с возрастом. Она конкретно говорит Все про проблемы. эйджизм. Возраст идет, и вот как бы набирается. Конкретно говорит про эйджизм. То есть ее сейчас ущемляют из-за того, что у нее ей 51 год. Да нет, что такое эйджизм? Ты приходишь, я пойду сейчас на гимнастику, скажу, сделайте меня олимпийским чемпионом. Мне скажут, брат, ты что, одумайся. Это эйджизм! Надо было в 6 лет приходить, а я такой Это уже поздно. 36 пришел. Это уже говорю. поздно. Да, давай, что в 50... короче, Дискриминация. Окей, ну в 51 год она не пошла на гимнастику, она не пошла 51 А не год помешала прыгать бы. там с А пошла бы парашютом на там или гимнастику. еще Столько бы что-то. бонусов сейчас было, Пошла да. бы на гимнастику, Она не нет бы, пошла. да кто-то бы и нашелся. Это не кризис среднего возраста у мужика, когда вы ебанулись и пошли там, блин, я не знаю, что Она делать. уже ебанутая с 30 лет. Это уже давно, блядь, Да, да. Пошла поплыла бы на кукухой. гимнастику, а ну-ка продемонстрируйте мне свободный стиль на бревне. Конкретно в возрасте проблема. Она говорит Согласен. конкретно в возрасте. Ну да. Но отмотать время назад мы не можем. Да, Это пока что ну невозможно. какого хрена вы не обращаете внимания на 50-летних? Вот в этом проблема. Потому Чего что вы не можете... 45 баба Встань и Яга- трахни женщину, в чем проблема, Миша? Поехали. Мне нужна старуха из зала. Смотрите, 45, Старуха в студию. 45 баба ягодка опять. 50 баба яд. А в 51 уже отрава. Уже 55 опасно. уже курага, все. И это уже это, Надо рифмы там придумать. ты забыл? радиация. Там надо было в рифму сказать. 55 баба ягодка опять. 51. Опять, типа, имеется в виду... Баба Ауди. господин. Баба. Господин. Аладдин. Может Ладно. быть. Баба Маргарин. 51 баба Маргарин. А, кстати, подходит. Мять не перемять. Так, Пусть молодеет, что сказать. Пусть помажется вот этим кремом Oriflame. это так забавно, что он Молодильная. говорит это в этом свитере и говорит... Молодильные «Пусть яблоки. молодеет». Есть же молодильные яблоки, в конце концов. В конце концов, Грааль. Никто не списывал со счетов. Ну, можно позвать Марти Макфлая и Дока, Да, запустить Делориан до 88 миль в час и отправиться. Святую воду можно найти. в И конце концов. отправиться в то время, где мужчины ебут старых женщин. Средневековье, да. Просто надо сделать подтяжку. Подтяжку типов, которые не против. Движухой. Подтянуть парней, Подтянуть, чтобы они братков. подтянули ее, да. Как ты говоришь, в 50 можно выглядеть очень круто, но также в 50 можно выглядеть как, 150 как будто тебе. И он- Может, и- проблема и- у нее, Я могу, да. я знаю несколько способов, как себя до этого довести. Просто если ты выглядишь, как будто вот-вот уже тебя хоронить надо, наверное, проблема Надо в тебе. искать Потому что я некрофила. знаю 50-летних таких ракет, что у меня даже мой сын бы сказал. Ракета в смысле коптит? Ракета.
Или иранского производства? Да, Не-не, она когда просто... Она ракета, потому что она когда пукает, она подпрыгивает. Поэтому... Не, или как, она выглядит Влетает в как, вот это, потолок. как советская горка, знаете, во дворах вот эта ржавая стоит, вот эта ракета, короче. Обосранная в середине которая. И в том числе. Там наркоманы еще. У меня там Пахали. детство прошло, блядь. У нас вся Макеевка заставлена такими ракетами была. Вы должны понимать то, что в действительности в 50 лет у вас нету очереди из 30-летних женщин, которые хотят вас. это у вас нету. У меня все в порядке. В 50 лет будет, все будет хорошо. Я оптимист. Мой возраст наполовину пуст. Тебе нужен секс сегодня, сейчас со твоей женой, через 20 лет ей будет 50, и что ты ей скажешь? Вот где До ты... До свидания. До Что ты свидания. скажешь? До Спасибо, свидания. мы вам Ты идешь, ты позвоним. будешь искать себе новую жену? А никто не хочет никого постарше. Ты не будешь никакого деда любить, если только это не твой дед лично. И то не И всегда. никакую бабку ты не полюбишь, если только не твоя бабуля. Или у нее очень много денег, например. Деньги очень много решают. Пусть она разбогатеет, и все нормально, и с ней будет и молодый, и стар, и млад, и Влад, и... Давайте спросим у Галкина, ему какие женщины нравятся. Побогаче. Не факт, что ему А там женщины только нравятся. поприсоседилась, понял, и гражданство по Галкину получила, понимаешь? По Галкину. Да, просто реально, это был брак по расчету. Они 30 лет просто вместе там были, чтобы Да. получить Он- одно Галкин гражданство. самый высокооплачиваемый метапель в стране, мне Потому кажется. Потому что с Филиппом было бы болгарское гражданство. Кому оно надо там, Да. это в Болгарии? Я не для того стал народной артисткой, чтобы в старости стать болгаркой, блядь. Чтобы Я- тебя пилить потом. Нет, не надо. Ну вот сейчас нашумевший фильм этот «Субстанция» сраная. Кошмар, отвратительный Кошмарный ужас. фильм, да, но это потому что он нудный. А так он много наград набрал, потому что Потому что он действительно, шумный, он же нашумевший. тема важная, поднимается опять-таки этот иджизм, да. Смысл в том, что женщина идет на крайние меры для того, чтобы выглядеть секси, молодой и Молодчинка. желанной. Ну, за этим же не убежишь. Ну, в смысле, ты не убежишь от своего возраста. Ты сколько ни лет делать себе операции, все равно ты не станешь, тебе не будет Да в 20. том-то и дело. А почему она это делает? Чтобы такие, как вы, потом не спускали ее вот так вот и не выбрасывали ее. Говорили, мне такая, как ты, Ну не так нужна, рано или нужна на поздно. 20 лет Рано моложе. или Твое поздно. время вышло, пока, детка. Это Можешь жизнь, сдохнуть. факт, окей, да, это происходит, и это часть жизни, и с этим, внимание, нужно просто смириться, и все. Ну, есть же люди такого же Ну возраста. так идешь ты нахуй, если ты хочешь другое, вот и все. Я хочу, а я хочу помоложе, и меня сейчас должны стыдить за то, что я хочу помоложе. Идите нахуй, хочу помоложе, хочу помоложе. Да Чего нет, должен стыдиться это то этого? же самое, как претензия, почему мужчины в 70 лет все умирают уже. Я не хочу умирать. Что эта жизнь мне выставляет такие требования? Я хочу в 70 лет еще нормально Ладно, пожить. давайте голосовать. Дорогие зрители, если вы считаете, что у комиков не получилось оправдать этого мужчину, поаплодируйте, пожалуйста. А теперь поаплодируйте, пожалуйста, если вы считаете, что у комиков, да, получилось оправдать этого мужчину. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, прав и свои претензии.